Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые наши гости. Меня зовут Анна Валерьевна, я представляю региональную некоммерческую организацию «Фонд социальных инноваций». 2 дня назад нашей организации исполнилось 20 лет. И все эти 20 лет мы в тесном сотрудничестве с разнообразными организациями города Красноярска и Красноярского края в основном занимаемся одной и той же темой. Это помощь людям с особенностями развития, помощь их семьям и организация разнообразных сервисов, услуг, помощь специалистам, которые эти услуги оказывают, буквально от самого рождения ребенка с нарушениями развития до взрослого состояния. И вот до недавних пор вопросы, связанные с тем, как будет устроена жизнь во взрослом возрасте, они, в общем, очень как-то слабо поднимались и слабо трансформировались в нашей российской действительности. Вот я почему, собственно, вот взяла сначала слово. Да? Во-первых, хочу сказать, что нам удалось хорошо, скажем так, отметить наш юбилей. Удалось договориться с нашими замечательными друзьями из города Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки, с которыми мы знакомы уже много лет. И нам удалось договориться, что они приедут сюда и проведут обучающие семинары. Я знаю, что у нас, поскольку несколько дней будут идти семинары, далеко не все смогли прийти на все дни. И опять же, может случиться так, что люди, которым в принципе это нужно и важно, могли просто вовремя не получить информацию. У нас такое уже не раз бывало. И поэтому, чтобы ничего ценного не пропало, чтобы ничего не потерялось, и чтобы мы могли в дальнейшем воспользоваться собственно, всеми теми знаниями, которые наши коллеги привезли, мы будем полностью весь семинар записывать. И в ближайшее время все эти записи будут доступны. И, собственно говоря, когда вот вы регистрировались и писали там адрес электронной почты, это очень важная для нас информация для того, чтобы отправить вам ссылки на эти видео и те материалы, которые будут текстовые еще вот, дополнительно. Поэтому адрес электронной почты нужно обязательно указать. И сейчас, собственно, я с удовольствием представлю наших гостей. Я надеюсь, что за время наших встреч вы их полюбите так же, как любим мы, и поймете, что действительно вы совершенно не зря столько времени выстраивали возможность этого приезда. И потом я сделаю буквально коротенькую такую вводную часть для того, чтобы было понятно, почему и, собственно, о чем пойдет речь. Я представляю с удовольствием Дона Лавина, человека, который больше 40 лет занимается вопросами поддержки людей с нарушениями развития, в их организации их занятости. И, собственно говоря, он сегодня и все последующие дни тоже будет, собственно, вот об этом опыте рассказывать. Just wave your hand. Я с удовольствием представляю Джима Мартина, человека, который организует один из самых замечательных сервисов, которые вы видели в Миннесоте. Это дома поддерживаемого проживания для молодых людей, для взрослых людей с нарушениями развития. Как я уже сказала,
У нас довольно-таки большие, серьезные изменения происходят в стране в последние пару десятилетий. Изменения, связанные с тем, каким образом поддержка семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, осуществляется. И для того, чтобы понять, ну, скажем так, значимость сегодняшнего момента, хочу сказать следующее. Вот у меня двое детей. Они уже вот стоят на пороге, так сказать, от перехода к такому юношескому, взрослому состоянию. Но я прекрасно понимаю, собственно говоря, в нашей стране есть определенное представление про то, какой путь обычный человек проходит взрослее. И, соответственно, я, видя, так сказать, вот эти вот и понимая эти перспективы, я достаточно давно уже выстраиваю какие-то пути поддержки для своих детей. Я, может быть, буду излишне жестко говорить, но когда семья, воспитывающая ребенка с нарушениями развития, видит единственную перспективу, перспективу того, что когда, ну, если вдруг получится так, что родитель не получит пилюлю бессмертия, да, и если родитель уйдет раньше из жизни, чем его ребенок, то единственная, ну, скажем, такая вот линия, по которой пойдет ребенок, это психоневрологический интернат. И это безжалостная правда нынешних дней. И получается, что все усилия на ранних этапах жизни, которые семья совершает, они фактически могут быть бессмысленными в связи вот с такой безжалостной перспективой. И именно поэтому многие годы команда единомышленников, которая разрабатывает красноярскую модель помощи людям с инвалидностью, бьется над тем, чтобы эту перспективу изменить. И мы абсолютно четко понимаем, что правильным способом жизни во взрослом состоянии будет жизнь дома, но при поддержке людей, которые специально обучены, как это делать. Несмотря на то, что у вот этого взрослеющего ребенка могут быть какие-то поведенческие или ментальные нарушения, неважно. Главное, что это тоже человек, и он имеет право на самостоятельное, независимое проживание. И сложность состоит в том, что в России, к сожалению, отработанных технологий такой поддержки не существует. И только буквально в ближайшие несколько лет стали появляться инициативы, в том числе и на правительственном уровне. Была принята концепция сопровождаемого проживания на уровне Российской Федерации. И, ну вот, собственно, вслед за этим и в Красноярском крае тоже такая разработка была сделана, и она получила поддержку Министерства социальной политики Красноярского края. Ну вот, собственно говоря, именно поэтому я понимаю, что опыт тем, кто уже давно по этому пути идет, нам просто бесценен, потому что нам нельзя терять время. Ну и, собственно, вот, я не знаю, Зоя Валерьевна, наверное, немножко дополнит, да? В общем-то, вы все сказали, просто для того, чтобы немножко войти в тему сопровождаемого проживания. Анна Валерьевна меня резко попросила про нормативно-правовую базу сказать, боюсь, что я не очень готова, но тем не менее какие-то отсылки я готова дать. Что касается поддержанного проживания, на уровне Российской Федерации очень качественный, очень хороший Министерством труда, Министерством социальной защиты и труда предложены методические рекомендации по поддержанному проживанию. Там сформированы основные понятия в методических рекомендациях, там, форма организации и так далее, и так далее. Те ключевые вещи по поддержанному проживанию, которые правительство Российской Федерации считает возможным и необходимым, нам предложили. В общем, они достаточно качественные, понятные, и их вы можете взять, эти методические рекомендации, на сайте Миннесоты труда и социальной защиты Российской Федерации.
Концепция развития поддержанного проживания, утвержденная апрелем 2019 года Красноярского края, тоже достаточно качественный инструмент. В большей степени концепция предполагает концептуальные вещи, да, построена она на нормализации жизни. Вот, и основные понятийные вещи там тоже прописаны, и выложена она на сайте Министерства социальной политики Красноярского края, с которой вы тоже можете ознакомиться. Это по поддержанному проживанию. То, что касается трудовой занятости, готовится закон о распределенной опеке, о котором вы, наверное, несколько раз слышали, просто в законодательстве, пока он на стадии все равно проработки, согласования и договоренности, предполагается, что у человека, лишенного дееспособности, будет несколько опекунов, вот, несколько людей, которые заботятся о нем. Как бы таким образом идея состоит в том, чтобы наиболее качественно, что ли, да, и наиболее по-человечески соблюсти его права и организовать его проживание, чтобы права человека не были, например, только в руках одного директора интерната. Чтобы это, например, мог быть волонтер или родители ребенка, чтобы заботились о человеке несколько структур. Естественно, к заботе там и ответственность предполагается прописать. Распределенная опека пока еще вот в состоянии согласования, тем не менее. Основные две государственных программы регламентируют этот процесс. Программа «Доступная среда» собственного и программа трудовой занятости населения. В рамках них сформирован приказ я его распечатала, приказ о квотировании, не о квотировании, а приказ, сейчас скажу, интересный такой, по трудовой занятости. Вообще тема трудовой занятости, в том числе людей с ментальной инвалидностью, очень активно с 2017 года лоббируется. И закон по поводу квотирования рабочих мест, он с 1995 года существует, а сейчас начинается эксперимент, когда вводится ряд механизмов, помимо образования, обеспечивающих увеличение квоты, налоговые послабления и так далее, и так далее. Сейчас это тоже можно на сайте Минтруда все найти, и сейчас в ряде регионов этот эксперимент будет вводиться. Планируется его продлить до 2025 года, но в части, конечно, он больше связан в части налогообложения, увеличения квоты на трудоустройство инвалидов. С 95-го это работает, но в основном, конечно, принимаем людей с инвалидностью, обязательная там история, там, по-моему, от 50, ну, кто в административных историях работает, тот знает, там, по-моему, от 50 человек предприятие должно трудоустроить, но в основном это инвалиды с сохранным интеллектом, то есть во всех учреждениях работающие. Сейчас это распространяется и на людей с ментальной инвалидностью. Посмотрим, как это будет работать. Хотя из практики, например, у меня учреждение, я являюсь, все, наверное, знают, у меня здесь директором интерната психоневрологического, у меня работают порядка 7 человек с ментальной инвалидностью, из них 4 с восстановленной дееспособностью, остальные с разрешения опекунов у меня трудятся. То есть это реально, главное, чтобы во многом работодатель захотел эту ответственность брать на себя. Вот. Вкратце как-то кратко. Коллеги, еще раз, да, вот такую рамку, что ли, да, я хочу обрисовать. Вот смотрите, с одной стороны, когда мы говорим про взрослеющих людей с какими-то функциональными или интеллектуальными нарушениями, с одной стороны, это вот дети из семей, да, и для них тоже нужно простраивать какую-то перспективу самостоятельной жизни при поддержке специалистов, потому что родители не вечны. Это одна линия. И вторая линия – это дети, которые по какой-то причине, будучи еще совсем маленькими или чуть повзрослее, оказались в психоневрологических детских интернатах. Но они тоже взрослеют. И вот эта вот идея про изменение уклада сервисов, да, вот, которые оказываются и детям, и взрослым, это, собственно, замещение вот этой стационарной заботы на какие-то альтернативные формы. И это вот еще одна линия, которая достаточно четко сейчас прорабатывается в нашем государстве.
И обе эти линии, да, они сходятся на чем? Что должна быть какая-то, скажем, такая вот буферная зона, где дети, получившие определенные навыки самостоятельной жизни, могли бы тренироваться, став уже подростками, юношами и девушками, да, а затем тренироваться в самостоятельном проживании, а затем уже выходить, собственно, на независимое самостоятельное проживание при поддержке специалистов. Но что такое независимое проживание? Вот тут будет просто проживать и все, но мы с вами так не живем, да? Мы с вами все равно обязательно чем-то заняты. Мы чаще всего трудоустроены, да? И то же самое, в принципе, нужно обеспечить и для людей с любыми формами нарушений развития. Ну вот, собственно, об этом и пойдет речь. Почему, собственно, вот про такую задачу мы говорим. Зоя Валерьевна упомянула уже принцип нормализации жизни. Туда же можно добавить принцип малой группы. Это, собственно, те основы, которые разрабатывались в 60-м году группой скандинавских ученых и практиков по заказу правительства Швеции. И они заложили серьезные основы для того, чтобы выстроить по-новому в мире вообще практики ухода, заботы и оказания поддержки для людей с нарушениями развития. Я теперь передаю слово нашим дорогим гостям, потому что им точно есть что сказать, больше гораздо, чем нам, потому что мы пока только теоретически можем рассуждать, у них есть богатая практика, и они, собственно говоря, вот этим будут с нами делиться. Большое спасибо. Thank you, Anna. Thank you, Zoya. Да, я прошу прощения, я не представила, у нас будет работать замечательный переводчик. Катя нам просто вообще всегда в помощь. Кто был на семинарах у Сары Ньюман, знает, что это лучший переводчик всех времен и народов. Well, I agree with that. Great responsibility. Огромная ответственность. Я вас слушаю. Thank you, Anna. Thank you for bringing us back to Krasnoyarsk, and thank you, Zoya, for your helpful overview. I think it sets the table for today's discussion. Большое спасибо, что привезли нас сюда. Большое спасибо за ваш обзор. Я думаю, что это как раз заложит фундамент для нашей сегодняшней дискуссии. Anna has planned our visit over a 4-day period, and we've been asked to present information in 5 seminars, and today is the first. Анна Валерьевна запланировала наш визит сюда как 4-дневное мероприятие, на протяжении которого мы проведем 5 семинаров, и это первый. So, what I wanted you to understand is that our intent this morning is to do overview and to lay a foundation for the next couple of days. И сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор того, о чем мы будем говорить, и тем самым заложим основу для нашей работы в последующие дни. Before we get into our presentation, just a couple of disclaimers. Ну и прежде чем мы, собственно, перейдем к нашей презентации, мы хотим снять с себя ответственность по нескольким предметам. Number one, I want you to understand that we realize we're in another country and respect that people in Russia and people who live in Krasnoyarsk will have to decide what makes sense in your community. Дисклеймер первый. Мы прекрасно понимаем, что мы находимся в другой стране, мы уважаем ваш опыт, и мы понимаем, что вам самим придется решать, что из того, о чем мы будем рассказывать, применимо к вашей среде. So our goal this morning is to share what is working for us in the state of Minnesota with some context in the United States. И поэтому наша цель сегодня рассказать, что работало для нас в штате Миннесота в контексте жизни в Соединенных Штатах Америки. The second disclaimer is, I'm sure Jim will agree that we are students learning. We are not experts.
И дисклеймер второй, я думаю, Джим меня полностью поддержит в том, что мы ученики, и мы еще пока только учимся, и мы ни в коем случае не эксперты, которые знают все на свете. So we're going to share with you what we see as emerging best practices. И мы расскажем вам о том, что мы считаем лучшими практиками, которые установились на настоящий момент. We will talk about the quality of life of individuals with disabilities with a focus on housing and employment. Мы будем говорить о качестве жизни людей с инвалидностью с фокусом именно на трудоустройство и на проживание. I would like to interject one disclaimer. И я хотела бы еще один дисклеймер сюда вставить. Normally I'm not this quiet, Обычно я не молчу вот так, как сейчас. but today I'll be a little bit choo-choo quiet and back up Don here. Но сегодня я чуть-чуть помолчу и просто Дона поддержу. Хорошо? So we've titled this morning's presentation, Leading Transformational Change. И сегодня мы начнем с темы, которая называется «На пути к трансформационным изменениям». And what we're going to do is to talk today about the why. И это означает, что сегодня мы перед собой поставим вопрос «Почему?». In our next seminars, we will talk more about the what and the how. В наши последующие семинары мы больше будем ставить перед собой вопросы «что» и «как». It's very important to understand why we're doing what we do, because why we're doing it determines how you're going to do it. You have to have an understanding of what you're trying to accomplish. И очень важно поговорить именно о том, почему, по какой причине мы делаем ту или иную вещь, потому что именно эта причина закладывает основы для того, что вы будете делать и каким образом. Когда вы предпринимаете какие-либо действия, вы должны всегда у себя в голове держать цель и понимать, ради чего вы к этому стремитесь. So, for example, in Minnesota, there are a lot of different providers that do the same type of work that I do. В штате Миннесота имеется множество провайдеров, которые оказывают те же самые услуги, что и я. I don't know why they do the work that they do. I know why I do the work that I do. Я не знаю, почему они занимаются этой работой и что движет ими, но я прекрасно знаю, почему это делаю я и что движет мной. And the reason why I do the work I do is because I like to see the independence and the smiles on people's faces. И причина, по которой я этим занимаюсь, заключается в том, что мне нравится видеть, как люди становятся независимыми, и мне нравится видеть, как у них на лицах появляются улыбки. And that has a direct impact on how and what services and what actions we take to provide those services. И это оказывает непосредственное влияние на то, каким образом мы оказываем свои услуги и какие именно услуги мы оказываем. And there's a difference in the way it looks between the services we provide at Outcomes and the services I've seen by other providers. И именно поэтому имеется очень большое различие, которое можно увидеть невооруженным глазом между теми услугами, которые оказывает моя организация Outcomes, и теми услугами, которые оказывают другие провайдеры. Jim, do you want to talk about the slide that we have up there? Oh, you got a remote? I don't. I went over and changed it while you were talking. Oh. Так, у нас нет дистанционного управления, да, поэтому слайды успели поменять, Джим предлагается немножечко Go ahead and read what it says in Russian, Jim. Давай, Джим, прочитай на паузу, что написано. It says working with all of our Russian friends. Это означает что-то вроде работы со всеми российскими друзьями, наверное, да? This was from last year when we came with the University of Minnesota, and we got to meet Zoya and Tatiana and Olga and some other people that aren't here today, but then we also got to have people, oh yes, I'm sorry. Yes. And then there's a couple of people that came over to Minnesota, Alina and Olga's been to Minnesota. She stayed Olga, yeah. with me.
so it's been a lot of fun. And this is where it all started. Да, потому что вот с чего это все началось, это фотографии с того визита, когда вы приехали в США, когда приезжали Зоя, Ольга, да, Татьяна, Марина. Да, и вот с этого все началось, и потом мы продолжили работать вместе. So we've started a wonderful history of sharing, and we wanted to, again thank Anna, thank our colleagues at the University of Minnesota, and I should mention Greg Bartz, who works for Rotary, who is with Rotary International, who's done much to bring us all together. Поэтому я хотела поблагодарить Анну Валерьевну, хотела поблагодарить наших коллег в университете Миннесоты и отдельное слово сказать о Греге Барте, который проделал уже огромную работу на этом пути. And before I go forward, my wife asked me to give Olga a hug. И пока я идет дальше, она попросила передать I Ольге just wanted to show you объятия. that I'm an action-based guy. И я тем самым хочу продемонстрировать, что я человек дела. Olga stayed with us when she visited Minnesota. Потому что когда Ольга была в Миннесоте, она остановилась у нас дома, и мы их познакомились. You want me to operate? Yeah, let's go to the next one. Ну давайте дальше. I wanted to share a quote, and I'm going to need my translator to help me with what it says. Я хотела поделиться с вами одной интересной цитатой, и в этом мне поможет переводчик, то есть я. И здесь сказано: вы оказываетесь в беде не от того, что знаете, не от того, что... Так, стоп. Вот, ага. Вы оказываетесь в беде не из-за чего-то, чего вы не знаете, а из-за того, что то, в чем вы уверены, на самом деле неверно. And the reason I am using the quote is that when you don't know something, you are still open to learning. But there are many people who work in the field of disability services who don't want to change. They're comfortable. И я хотела поделиться с вами этой цитатой по той причине, что если вы чего-то не знаете, это означает, что вы открыты новым знаниям, вы готовы учиться. Но именно в сфере работы с людьми с инвалидностью имеется очень много людей, которые уверены, что они поступают правильно и меняться они не желают. Don, you don't understand. People with disabilities can't work. Они говорят: Дон, ну ты не понимаешь, люди с инвалидностью просто не могут работать. And I like to tell them, watch. А я им говорю: ну, посмотрите. Jim, do you have anything you'd like to add on this slide? A lot, just to kind of go the same thing. I get told a lot that our guys can't go and participate in the community. It's just not possible. Да, я хотела бы добавить, что я очень часто слышу, когда мне говорят, что мои ребята никак не могут участвовать в жизни общества, что это просто невозможно. They don't understand why we're doing it, and they'll have behaviors. It just won't work out. И многие люди просто не понимают, зачем мы это делаем, и они просто говорят: да вы что, ничего не получится, ничего не выйдет. And like Don, I say, watch. И так же, как и Дон, я им говорю: ну посмотрите. I make entire workshop presentations on this one slide. На самом деле, вот всю презентацию моего сегодняшнего семинара можно вместить вот в этот слайд. So I apologize for being brief, but when we think about people with disabilities being in the community, we often see lack of movement, or what I will call inertia. Я извиняюсь, конечно, за то, что все получится настолько кратко, но тем не менее, каждый раз, когда мы говорим с вами о включении людей с инвалидностью в жизнь общества, мы с вами сталкиваемся с такой малоподвижностью, с инертностью. So there are 5 elements on this axis, and I will start with the top right side, apathy. Инертность можно представить в виде оси, на которой имеется 5 точек, и первая из них называется апатия. Sometimes apathy translates to
Why do you want to change things? Everything is fine. И апатию можно выразить следующим образом. Да зачем вам вообще что-то менять? И все и так нормально. Why change? The person is happy. Зачем менять что-то? Человек уже вроде нормально, ему уже хорошо. We'll talk more about that one later. But the next one, arrogance. Мы на этом еще позже немножечко более подробно остановимся, но сейчас мы перейдем к следующему пункту, и это высокомерие. Arrogance sounds like this. I have worked for 25 years in rehabilitation. How dare you tell me what I'm doing is not right? И высокомерие выражается следующим образом. Да я 25 лет изучал реабилитацию, и как смеете вы вообще мне говорить, что все то, что я знал, на самом деле не так? Over on the bottom left is ignorance or lack of knowledge. В нижнем левом углу невежество, неосведомленность. As it relates to employment, people will sometimes say to me, Don, this sounds great, but I don't know how to do this. И в аспекте трудоустройства это обычно выглядит так. Дон, все звучит здорово, но я вообще не понимаю, как это можно было бы применить в жизни. Let's move to low expectations. Следующий пункт – это низкие ожидания. There are many stereotypes about people with disability, and primarily they're negative, things that people can't do. В отношении людей с инвалидностью существует множество стереотипов, и в основном они все негативные и касаются того, что эти люди делать не умеют. And then on the top we have fear, and fear takes many shapes. И, наконец, последний – это страх, и этот страх может принимать множество разных форм. Fear might sound like it's too dangerous to have someone out in the community. Иногда страх звучит так, что, наверное, опасно, если такой человек будет находиться в обществе. If it's directors running an agency, it might be, will we go out of business if we do our work differently? Или если страх выражает директор, управляющий какого-то учреждения, он боится того, чтобы... Он боится начинать делать свою работу по-другому. Он боится перемен. It might be people with disabilities themselves who have a fear of leaving friends or of going out to what is unknown. А иногда и сами люди с инвалидностью имеют страхи, они боятся покидать своих друзей, не боятся перейти в этот большой незнакомый мир. When you take all five together, we often see that people are kind of stuck. И когда все эти 5 пунктов, они все вместе собираются, получается, что люди как бы застревают в одной мертвой точке. And so we see lack of movement in the direction of community living, community participation, and employment. И таким образом замедляется движение по направлению к жизни в сообществе, к трудоустройству, к интеграции. Jim, you want to weigh in? And so Don did a really good job of breaking apart each of the aspects of the axis of inertia. Итак, Дон нам сейчас рассказал о различных аспектах оси инертности. So now I'm just going to throw them all back together А я это все обратно сейчас сложу. and identify what Don said is people get stuck. И вернусь к тому, что сказал Дон, что люди застревают в мертвой точке. And this happens with my guys and gals that we provide services to. И это происходит также и с теми ребятами, которым мы оказываем услуги в нашем центре. It applies to the families of the people I serve. Это происходит и с семьями тех людей, которым мы оказываем услуги. And it applies to the staff that are expected to support the people that we serve. И это происходит с теми сотрудниками, которые должны оказывать услуги людям, с которыми мы работаем. So my job is to recognize that I have a particular individual, whether it's a client, a family, or a staff person. И моя задача заключается в том, чтобы определить, что именно испытывает этот человек. Клиент, семья, либо сотрудник. And figure out which part of this axis
is causing them to be stuck. И посмотреть, определить, какой именно вот из этих аспектов заставляет его вот так вот остановиться и застрять в этой мертвой точке. Then we can work with whoever that person is and work on whatever aspect of that needs further understanding. И потом, уже определив, что именно его останавливает, мы можем работать для того, чтобы это устранить у того или иного человека. And then we start taking one step at a time. И мы всегда движемся поэтапно, один шаг за раз. Every day can be a good day. Каждый день может быть хорошим днем. That was great, Jim. Thank you. Очень хорошо сказано. Спасибо. Excellent. Okay, I took a shot at Russian. И я решила попробовать по-русски сделать для вас слайд. Have any of you ever heard of an author named Simon Sinek? Кто-нибудь из вас слышал о таком авторе Саймон Синек? He's written a book called Start with the Why. Он написал книгу, которая называется Start with Why, начать с почему. I don't know if there's a Russian translation, but he has a TED Talk. Do you know what TED Talks are? Я не уверена, что его книга переведена на русский язык, но в формате TED-конференции есть его выступление, его можно найти. I recommend watching it because he talks about inspiring leaders. Я очень рекомендую вам его выступление послушать, потому что он говорит о том, как вдохновлять лидеров. Just a couple of examples that he provided, which I thought were worth sharing. И я бы хотела поделиться некоторыми идеями, которые мне показалось стоит вам рассказать. He talks about Martin Luther King, who was a civil rights leader in the United States. Он говорит в частности о Мартине Лютере Кинге, который в США боролся за права человека. And he talked about how he inspired masses of people. You know, a common man, but he was able to inspire masses of people. И он говорил в частности о том, каким образом он, обычный по сути человек, умел вдохновить огромные массы людей. He said, Martin Luther King never said, I have a plan, the what? He said, I have a dream, the why. И он говорит о том, что Мартин Лютер Кинг никогда не говорил, у меня есть план, да? Он никогда не говорил о том, что делать. Он говорил, у меня есть мечта, то есть он говорил о том, почему это надо делать. Just one other example, and then we'll move on. But he talks about the company Apple. Еще он говорит о компании Apple. And what makes Apple different than so many other companies that make smartphones and computers. И он говорит о том, что отличает компанию Apple от множества других, которые также выпускают компьютеры и смартфоны. Apple customers are loyal buyers. Все клиенты фирмы Apple очень преданные ее клиенты. He raises the point, is Apple a computer company? И он поднимает вопрос вот о чем. Apple — это компания, которая производит компьютеры. Are they a smartphone company? Это компания, которая производит смартфоны. Are they a music service company? Или они, может быть, какие-то музыкальные сервисы предоставляют. Or maybe they're a camera company? Или, может, камеры они продают. People buy Apple because they are a disruptive innovator. А люди покупают технику Apple, потому что Apple инноватор. People are waiting for the next advance, the next technological advance that will improve lives. Люди с нетерпением ждут тех технологических новшеств, которые принесут еще больше улучшений в их повседневную жизнь. So really, the reason I have this slide up here is we wanted to talk about the importance of the why, your purpose. И я снова остановлюсь на том, что мы все время должны спрашивать себя почему. Мы всегда должны в первую очередь ставить вопрос о цели. My colleague Jim put it very well. Now, I've worked on the employment side, and I've worked with a lot of organizations that would run sheltered workshops.
run work crews out in the community, but they did their work differently than the work that I was doing. И как раз Джим очень хорошо нам сказал о том, насколько важно целеполагание в предоставлении наших услуг. И я тоже скажу об этом, потому что я наблюдала множество учреждений, множество различных организаций, которые открывают, допустим, мастерские при каких-то институтах, которые предоставляют людям трудоустройство в рамках сообщества, но они движимы разными целями, и поэтому получаются у них уже разные вещи. И это может отличаться от того, что делаю я. Here's the why for me. I've seen individuals with disabilities in the workforce and how having a job has changed their lives. И причина, по которой я выбрала для себя эту стезю, заключается в том, что я видела людей с инвалидностью, которые, обретя работу, полностью изменили свою жизнь в лучшую сторону. And it drives me to do as much as I can to make sure it happens for as many people with disabilities as possible. И это заставляет меня делать все больше и больше работы, все больше и больше предпринимать усилий для того, чтобы каждый человек с инвалидностью сумел испытать это улучшение на себе. Just one last thing. I read, and it was an anonymous quote on Facebook of all places. И, наконец, еще такую цитату вам приведу. Эта цитата была анонимная, я нашел ее на Фейсбуке, как, в принципе, многое другое. But I think it's something we can all relate to in the room. Но я думаю, что мы все можем в этой цитате найти что-то для себя. It goes like this. On the last day of your life, И звучит она так. В последний день своей жизни the person you have become человек, которым вы стали, meets the person you could have become. встретится с человеком, которым вы могли бы стать. And the point is that a lot of folks with disabilities have talents that they never fully realize and never get to use. И дело в том, что очень много людей с инвалидностью имеют способности и имеют таланты, которые они, возможно, никогда не смогут претворить в жизнь. And people who do not have disabilities don't have the privilege of getting to know them and to honor them for the gifts they have. И люди, у которых инвалидности нет, соответственно, могут никогда не получить возможности познакомиться с ними, узнать и оценить их талант. Jim, do you have anything further to? When we think about the graphic here, and we talk about the why, it's important to recognize that the why is the person. They should be the center of all the planning and all of the development of support. Глядя еще раз на этот график, мы должны с вами для себя еще раз это закрепить, что самым главным ответом на вопрос «почему» должен быть человек, должна быть личность, что именно человек должен быть причиной всей этой работы и всего того развития, за которое мы боремся. And I think it's important to recognize that the more severely disabled somebody is, the more important the why becomes. И мы должны также для себя учесть, что чем тяжелее у человека инвалидность, тем больше важности обретает этот акцент на личность и ориентированность на его личность. And I say that because some of the people in this room have met some of the guys that I serve. И я это говорю потому, что есть в этой аудитории люди, которые встречались с людьми, которым я оказывал свои услуги. And the individuals that they met on the days that they met them were in great moods. И когда они с ними повстречались, они видели, что у них прекрасное настроение, They had smiles on their faces, что они улыбаются. and they weren't destroying property Они ничего не крушили, не ломали, or attacking others, не бросались на людей. and that's because that's what they used to do. И почему? Потому что раньше они это делали. And the point of the why is
if you truly focus on why you're doing that, you can have somebody with a severe disability have success. И суть тут в том, что если вы действительно очень точно сконцентрируетесь на том, почему, ради чего вы это делаете, вы сможете заставить человека с тяжелой инвалидностью, с тяжелыми нарушениями добиться успеха. I will talk more about this in terms of how I work with my employees on Wednesday. But the why is very important, and I have to explain that to every employee that comes to work for Outcomes. Я вам в среду расскажу больше о том, каким образом мы работаем с нашими сотрудниками, но тем не менее, именно важность вопроса «почему» — это первое, что я доношу до каждого кандидата, который приходит к нам на работу в нашей организации Outcomes. And to keep it simple, I always say, make a positive relationship and make them laugh, and you'll be just fine. И для того, чтобы объяснить им, чего нужно добиваться, я им говорю, просто пусть ваши отношения с вашими клиентами будут позитивными, заставьте их смеяться, и это уже будет хорошее начало. They always question me just a little bit. Поначалу они, конечно, много вопросов задают. Okay. Thought I would talk a little about the why and how it is transforming our services in the state of Minnesota. Я хотела поговорить немножко побольше о том, какие вопросы, почему мы задаем, и то, каким образом они оказывают влияние на ту работу, которую мы делаем в штате Миннесота. Okay. We believe that people with disabilities should have access to a range of opportunities. Что мы считаем, что люди с инвалидностью должны иметь доступ к широкому спектру различных возможностей. And they should have access to the supports they need. Они должны иметь доступ к тем видам поддержки, в которых они нуждаются. To live a prosperous and self-determined life. Они должны иметь возможность жить в процветании и иметь возможность самим определять, что им делать в жизни. Jim touched on it earlier, but I will repeat it. People with disabilities should have the same opportunities to participate in all domains of community living, and of course it includes the workforce. Я еще раз повторю то, о чем говорил Джим. Люди с инвалидностью должны иметь такие же возможности участвовать во всех сферах социальной жизни, что и остальные люди, включая также и доступ к трудоустройству. The last point is actually a value proposition. И последний пункт — это скорее ценность, та ценность, которой мы должны с вами придерживаться. And I was among a team of people in Minnesota that helped to write it. И я был в числе тех 18 людей в Миннесоте, которые помогли сформулировать это положение. And it says this: we need everyone, and everyone's underlined, in the workforce for businesses to thrive and individuals, families, and communities to prosper. И звучит эта ценность, эта формулировка следующим образом. Нам нужно, чтобы каждый, и причем слово «каждый» подчеркнуто дополнительно, нам нужно, чтобы каждый человек, который задействован в системе трудоустройства, боролся и предпринимал усилия, и нам нужно, чтобы каждый отдельный человек, каждая семья и каждое сообщество процветало. I just want to point out that we chose the word everyone, and if you notice, we didn't talk about disability or severity of disability or challenges. We say everyone. И, наверное, вы заметили, что мы сказали, нам нужно, чтобы каждый процветал, чтобы каждый был задействован. То есть мы здесь даже не говорили об инвалидности, о тяжести этой инвалидности или о каких-либо трудностях, которые могут перед нами возникнуть на этом пути. Now, I want you to understand, when I say everyone, I'm assuming there's a choice that people are making. И когда я говорю «каждый», я имею в виду, что у каждого человека есть выбор, и каждый человек этот выбор может делать. We're not talking about forcing people to work. We're talking about encouraging people to work.
Мы не говорим о том, чтобы заставлять людей работать, мы говорим о том, чтобы способствовать тому, чтобы люди работали. Because we believe in the value of what I would call a working life. Потому что мы верим в ценность того, что мы называем рабочей жизнью. How this plays out in providing services for people in supported living services is really looking at every moment as an opportunity. И каким это образом сказывается на тех услугах, которые мы оказываем, и на услугах проживания с поддержкой, да, которые мы оказываем, заключается в том, что у каждого человека есть выбор, как жить. Those opportunities can include going to see the orchestra play. И у каждого человека должны быть возможности. У человека должна быть возможность пойти и послушать оркестр. Those opportunities can be going to the park or taking a walk. У человека должна быть возможность пойти в парк прогуляться. Those opportunities can also be hosting a party for their friends. У человека должна быть возможность устроить вечеринку для своих друзей. And those opportunities also include the opportunity to participate and give back to the community. И также у людей должна быть возможность участвовать в жизни сообщества и реагировать на то, что в этом сообществе происходит. Thereby bringing around a full circle of community between all of us. Таким образом, сообщество образует круг, который находится вокруг нас, который окружает нас. To understand the evolution of services in Minnesota, you need to understand that services are evolving slowly because of changes in public policy. Для того, чтобы понять, каким образом эволюционировали те услуги, которые оказываются людям с инвалидностью в штате Миннесота, необходимо понимать, что это развитие, эволюция также происходит медленно и напрямую зависит от социальной политики. My intent is not to go through every public policy, but to show you that I call it the strands of public policy cross over education as well as adult services. Я не буду, конечно, останавливаться подробно на каждом из этих актов, на каждом из этих документов, но я это назвал и поводья социальной политики, которые действуют не только в штате Миннесота, но во всей стране. What I do want to say about this is that our public policies are changing because people with disabilities have not been included fully in community life, including employment. И эта политика меняется по той причине, что люди с инвалидностью ранее не были включены в жизнь сообщества, и в частности они не имели доступа к трудоустройству. People with disabilities are underrepresented in jobs. They tend to earn less money, they tend to live in poverty, and they tend not to have the same opportunities as everyone. Что люди, которые имеют инвалидность, очень редко работали, и они обычно получали меньшую зарплату, чем другие. И, соответственно, у них было меньше возможностей принимать участие в жизни общества, они зачастую жили просто в нищете. These policies recognize that people with disabilities are citizens with rights. А принятие этих законодательных нормативных актов означает принятие того, что люди с инвалидностью – это люди с такими же правами, что и все остальные. And the public policies are designed to guide transformational change. И, соответственно, эти политики, эти нормативные законодательные акты, они были введены для того, чтобы способствовать изменениям в обществе. I just want to interject one thing here. Я тоже хотела кое-что добавить. Public policy is necessary evil. Любая политика – это изначально зло по своей сути. I'm not a big policy wonk, never have been, never will be. Я никогда в жизни не интересовался и никогда не влезал глубоко в все эти политики и во все эти документы. But what I can say about public policy is that generally, and this is how you make change,
generally you want to do something and there's something in an obstacle of some sort. Но, тем не менее, политики, они возникают таким образом, что вы хотите сделать что-то, что бы то ни было, и на этом пути у вас возникает некое препятствие. I encounter a lot of those obstacles, and then that's when I get involved in policy. Я сталкиваюсь с различными препятствиями, я вижу, что это за препятствие, и это я разрабатываю в политике. And then I get mad and I tell my parents, you got to do something about this. И потом я начинаю беситься и говорю, ну надо же что-то с этим делать, ну надо же как-то бороться. And then they do something about it. Ну и тогда, да, тогда кто-то начинает бороться, и что-то начинает происходить. Takes a lot of work, but it's necessary. А чтобы это все заработало, нужно очень много труда вложить, но тем не менее, ну это надо. If I can add on to Jim's point, our public policies in the past tended to be more systems and organizationally focused and not person-centered focused. И к тому, что сказал Джим, я хотела бы добавить следующее, что все эти социальные политики, которые принимались в нашей стране ранее, они были ориентированы в первую очередь на организации и на учреждения, а не на человека и на личность. Just a concrete example, the way funding works. Funding in the past was set up to support organizations and groups of people. Хотя бы начать с того, каким образом работает финансирование. Раньше, в прошлом, финансирование представлялось для того, чтобы поддержать учреждения, организации, какие-то группы людей. Recent public policy change, at least in the area of employment, has been changed to fund individuals. So money follows people, not money going to organizations. А последние годы, те социальные политики, которые принимаются в нашей стране, они рассчитаны на то, чтобы оказывать финансовую поддержку людям, а не организациям. То есть деньги идут к людям, а не к учреждениям. I talked about this the last time I was in Krasnoярsk, and I will talk much more about it tomorrow. But we have an employment first policy in Minnesota. Я говорила уже об этом, когда был в Красноярске в прошлый раз, и я в среду об этом еще больше расскажу. Но в штате Миннесота действует политика, которая называется employment first, то есть трудоустройство, первым делом трудоустройство. Вот так. And once again, I had the privilege of being one of the authors of Minnesota's Employment First policy. И я имела честь поучаствовать в составлении этой политики в штате Миннесота. I've been working in the field of disability and employment services for 45 years, and I consider this to be my most important accomplishment. Я работала в сфере помощи, поддержки людей с инвалидностью, в сфере трудоустройства людей с инвалидностью в течение 45 лет. И я считаю, что эта моя работа была самой значительной за все эти годы. Back to the why. Вернемся к вопросу, почему, да? Employment in the general workforce is the first and preferred outcome in the provision of publicly funded services for all working-age citizens with disabilities, regardless of the level of disability. Здесь говорится о том, что трудоустройство является первым и самым главным результатом оказания финансируемых государством услуг всем гражданам рабочего возраста, имеющим инвалидность, вне зависимости от тяжести инвалидности. What this public policy means is that no one will be marginalized because of their level of disability if they choose to work. И суть этой политики заключается в том, что никто больше не будет оставлен за бортом, никто больше не будет не охвачен из-за его инвалидности, из-за тяжести его инвалидности, если этот человек желает работать. Once again, we're not forcing people to do what they don't want to do. We're simply opening up access to employment for people who want it, who choose it. Еще раз повторимся, что мы не заставляем людей делать то, что они не хотят.
мы просто открываем возможности для тех, кто хочет работать. Before this policy, agencies, case managers might say, not you, your disability is too severe, too significant, employment is not for you. Раньше, до принятия этой политики, бывало такое, что агентства, рекрутеры, они говорили, что нет, на эту должность мы вас не можем взять, потому что у вас слишком тяжелый уровень инвалидности. So the policy at least guarantees the right to choose work and for organizations supporting people to get engaged in the employment process. Эта политика дает людям право выбирать для себя занятия по душе и, соответственно, предоставляет им поддержку со стороны профильных организаций. Jim, did you want about housing first of all? In considering the changes that have come about with public policy and funding policy in the state of Minnesota, along the same lines as the work policy, it also applies to living funding. And that has been a change from funding big groups of institutions, pared down up until today, where we have the money follows the individual. Точно так же, как это происходило в сфере трудоустройства, да, все те изменения, которые происходили в сфере трудоустройства, о которых нам рассказал Дон, примерно то же самое происходило и в сфере организации проживания. Потому что до принятия соответствующей политики тоже деньги и финансирование поступали в учреждения, в организации, а не людям. The best example I can give you И я могу вам дать очень хороший пример этого. is they've said, the policy says to providers like outcomes, we want you out of the real estate business. Out of the real estate business. Потому что политика раньше говорила вот таким организациям, как наша, таким организациям, как Outcomes, вам нужно более реалистично смотреть на вещи. What that means is Outcomes owns a house, and if Outcomes decided that they didn't want to provide services to a particular resident there, the resident had to move out. Это означало, что если у Outcomes, у нашей организации есть дом, и мы по какой-то причине не хотим более оказывать какие-либо услуги человеку, который в нем живет, человек должен из этого дома съехать. Or better yet, if the resident didn't like the services that were provided by Outcomes, they couldn't fire us because we own the house. Или еще того круче, если человеку, живущему в нашем доме, не нравились какие-то из наших услуг, то ничего с нами нельзя было сделать, потому что мы тут хозяева и дом наш. So now the new funding structure has set it up so that the individual human being, person, child, has a lease and lives in a house that is not owned by the provider. Но сейчас все изменилось. Сейчас суть политики заключается в том, что человек, да, личность, ребенок, неважно, взрослый, живет в доме, который не принадлежит какой-то организации. И, соответственно, этот человек имеет право выбора. So the individual could get mad at Outcomes and fire us and choose another provider and not have to move out of their home. Таким образом, человек, живущий в доме, недоволен нашими услугами, может от наших услуг отказаться и выбрать для себя другого провайдера соответствующих услуг, но при этом из дома никуда не съезжать. In essence, it's housing first, much like employment first. The money follows the individual. И в этом заключается суть второй политики. Вот есть у нас первым делом трудоустройство, employment first, а есть housing first, первым делом проживание, которое тоже говорит о том, что деньги должны идти к человеку. So, what I wanted to share now is just how public policy is impacting the way we look at services and how it is evolving.
Я хотела вам еще больше рассказать о том, каким образом социальная политика влияет на то, как мы видим услуги, оказывающиеся людям с инвалидностью, и как мы можем на это повлиять. As I shared previously, I've been working for many decades in this field. Как я вам уже говорила, уже много десятилетий работаю в этой области. When I first started as a professional, we were much more charitable in our values and philosophy. И когда я только начинала свой путь как профессионал, как специалист, наша философия, она больше была близка к какой-то благотворительности. It's not that we're not a charitable organization. It's now we're needing to be focused on results, outcomes. Это не означает, что сейчас мы больше благотворительностью не занимаемся. Это означает другое. Это означает, что сейчас мы больше внимания уделяем тому, чтобы добиться каких-то определенных результатов. And our new values are moving us away from models of dependency to self-reliance. И теперь те модели, которыми руководствуемся сейчас, они заставляют нас отойти от зависимости в направлении того, чтобы люди полагались сами на себя и умели быть сами по себе. We've moved away from models of pity to social acceptance. От жалости мы переходим к тому, чтобы человека принимали в обществе. We're moving away from models that tend to segregate people to models of social inclusion. И от модели сегрегации мы сейчас отказываемся и переходим к модели социальной инклюзии. When I first started, I worked in a sheltered workshop where everyone was largely treated in the same way. But now we're moving to individual choice. So not everyone is treated the same, but everyone is given the opportunity to have a self-determined life. Когда я начинала работать, я работала в социальной мастерской, где ко всем относились одинаково. А сейчас мы от этого тоже отходим. И это не означает, что к людям относятся по-разному. Это означает, что у каждого человека есть возможность сделать выбор для себя и определять, чем он хочет заниматься. We're moving away from group or congregate models of service to person-centered services. От модели оказания групповой поддержки мы переходим к поддержке человека, личности. And we're moving away from situations where people do not work to encouraging what I call a working life. И от той модели, в которой люди обычно не работали, мы с вами переходим к тому, чтобы поддерживать людей, способствовать тому, чтобы они обрели то, что вот я называю рабочая жизнь. So our change values are changing the rubrics, the way we measure what we do. Таким образом, наши ценности меняют то, каким образом мы оцениваем собственную деятельность и как мы к ней относимся. I just want to expand upon group services and person-centeredness to make sure that there is clarity around that topic. Я хотела бы немножечко более подробно остановиться на пункте перехода от групповых услуг к личностно-ориентированному подходу, потому что мне бы хотелось убедиться в том, что все хорошо понимают, о чем мы говорим. So, for example, Outcomes has 3 homes. Представим, что у нашей организации Outcomes есть 3 дома. And they're group homes. Ну, групповые, да, групповое проживание. There's 4 guys that live in one house, 2 in another. В одном доме 4 человека живет, в другом доме 2 человека живет. And then we have a 4-bed children's home as well. И у нас есть также 4-местный дом для детей. Their title is group home. Называются они дома группового проживания. It's important to distinguish that while it's a group of people living together, person-centered planning is the core of what we do. И мы должны с вами понимать, что несмотря на то, что эти люди живут вместе, коллективно, мы, тем не менее, ориентируемся на каждого человека в отдельности, и суть нашего подхода именно заключается в личностной ориентированности. So,
we do not prescribe every aspect of their life, every half hour, every moment of the day. Мы не предписываем им, чем они должны заниматься каждые полчаса своей повседневной жизни. I will not say that Dawn has to take a shower first thing in the morning because it works best for us. Я не буду говорить, что, допустим, Дон должен первым делом, когда проснется, сразу бежать и принимать душ, потому что, ну вот нам так нравится. Dawn gets to decide when to take a shower, Дон сам решает, когда он будет мыться. as long as he takes one. Если он, конечно, будет мыться вообще, да? I promise I did this morning. Обещаю, сегодня я помыться. So it's important to recognize because, again, the residents that live in my homes have severe behavioral challenges, and they require a lot of support, and most of that support is awake support 24 hours a day. Что мы должны это учитывать, потому что те люди, которые живут у нас в таких домах, которые живут в наших домах, они имеют тяжелые поведенческие нарушения и трудности, и поэтому им требуется поддержка, именно поддержка 24 часа в сутки. In spite of that, they have a lot of choice in all of those areas, and it's their life. И несмотря на все это, во всех аспектах у них есть множество альтернатив, множество выборов, потому что это их жизнь. We support their choices, Мы поддерживаем их выбор, we don't make them for them. но мы за них выбор не делаем. So where does this bring us? You know, getting once again back to the importance of the why. И к чему это нас снова приводит? Это снова нас приводит к важности «почему». And what I'm saying on the slide is we need to align our public policy and practices with our shared vision of a better life for people with disabilities. И я хочу тут сказать, что все наши практики и все социальные политики, которые мы принимаем, должны соответствовать тому, как мы видим жизнь для людей с инвалидностью. I've added a quote from Gandhi, and it says, "Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony." И для того, чтобы это проиллюстрировать, я хотела бы привести цитату Махатмы Ганди, который сказал, что счастье – это когда то, что вы думаете, то, что вы говорите и то, что вы делаете, находятся в гармонии друг с другом. We tend to give a lot of lip service to what should be available for people with disabilities, and often we fall short of delivering the services and the outcomes they want. Потому что мы часто говорим о том, что нужно дать людям с инвалидностью, но мы не всегда можем добиться того результата, который нужен им. I refer to this as authenticity. We say we want to deliver better outcomes for people. We need to implement policies and practices that get us there. И это соответствие целей, результатов целям, да? То есть мы должны понимать, что мы хотим этим людям дать, и мы должны понимать, что мы должны для этого сделать. So the question is, how are we doing? И теперь вопрос, как мы это делаем? In the United States and in Minnesota, we are falling well short of what we say and what we think. Потому что у нас в штате Миннесота мы вполне понимаем, что мы говорим, что мы думаем. Just point out here, this is the labor force participation rate for Americans with no disability, everyone. Первая строчка и первый процент, да, 68,7, это уровень занятости американцев, не имеющих инвалидности. And as you can see, the labor force participation rate for people who have disabilities is much, much lower. А следующий показатель, 21,3%, это уровень занятости среди американцев, имеющих инвалидность. То есть вы видите, что это значение намного ниже, чем предыдущий. So I just wanted to be honest with you that
we have a long way to go in our state. Поэтому я хочу сказать, я хочу быть честным с вами, что перед нами тоже еще огромный путь лежит, и нам еще его предстоит пройти. But here's where I have hope. The unemployment rate in Minnesota is 3.4%. Но здесь, тем не менее, у меня есть надежда на лучшее, потому что вы видите, что уровень безработицы в Миннесоте 3,4%. So, I'm not going to talk about employment in detail here because we'll do that tomorrow. But I just wanted you to understand we have opportunities that are unprecedented. И я не буду сейчас очень подробно останавливаться на вопросах трудоустройства, потому что мы будем завтра с вами об этом говорить, но тем не менее перед нами открываются совершенно беспрецедентные возможности. Why? Because employers are having a hard time finding good workers. Почему? Да потому что работодателям сложно бывает найти себе хороших сотрудников. I wanted to share something. When I was a much younger man, I was driving home from work. I was much younger. Я хочу вам рассказать вот что. Когда я был намного-намного моложе, чем сейчас, я однажды ехал домой на машине с работы. I have a degree in rehabilitation, and I was doing everything possible to try to create better job opportunities for people with disabilities. Я тогда только получил как раз степень, я только закончил свое обучение в области реабилитации, я был готов делать все и предпринимать любые усилия для того, чтобы дать новые возможности людям с инвалидностью. And I had my aha moment. И у меня был момент такой эврика. Does that translate well? Aha. Yeah, Moment because here? that is what you could say. Yeah, Okay. when you found it, right? Okay. Точно я перевела аха, но мне кажется, что... So I'm driving home, and this is what popped in my head. Could you touch the screen one more time? Еще раз, пожалуйста, нажмите на экранчик. Just Да, следующий. no. Нет, вперед. Touch it again. Еще раз. Фокус. It occurred to me that it's our communities, it's everybody else that needs rehabilitation, to embrace people with disabilities so they could be fully included. Меня озарило, что реабилитация нужна не людям с инвалидностью, а всему сообществу нужна реабилитация для того, чтобы они научились этих людей принять. I wanted to share this with you because we have a lot of public education to do. We have a lot of work to do so people with disabilities are welcome and embraced in our communities. И я хотела этим поделиться с вами для того, чтобы продемонстрировать, что нам еще очень многое предстоит сделать именно в сфере просвещения, в сфере образования, для того, чтобы подготовить людей, научить их принимать людей с инвалидностью в свое сообщество. But I wanted to share it because it completely changed the way I did my work. Но почему я на этом заостряю внимание? Потому что именно это полностью изменило то, как я работал после этого. I was trained to rehabilitate individuals. Что меня учили чему? Меня учили реабилитировать конкретных людей. I can't cure mental retardation, intellectual disabilities. Но я не могу излечить человека от каких-то умственных, интеллектуальных нарушений. But I can educate businesses and other community members to accept and welcome and provide supports people need so they can use their gifts. Но я могу научить работодателей, я могу научить других членов сообщества принимать и понимать людей с такими нарушениями для того, чтобы они были радушно приняты в обществе, для того, чтобы они могли раскрывать свои таланты. Jim and I will have much more to say about this in the next few days. В следующие несколько дней мы с Джимом очень много еще об этом вам расскажем. I just want to add one thing about recognizing just how backwards we have been. И я хотела бы еще кое-что добавить о том, насколько мы с вами все неправильно понимали, насколько в неправильном вообще направлении мы с вами раньше смотрели. A lot of times, people will come and tour our homes, and I'll talk to people, and they'll be like, "Oh, Jim, you're so great."
Очень часто бывало, что к нам приходили наши дома посетители, смотрели все и говорили: ой, Джим, ты такой молодец. which is nice to hear. Ну, приятно, конечно, слышать. But everything that I talk about has been taught to me by people that I've worked with disabilities. Но все, чему я научился от людей с инвалидностью, с которыми я работаю. I had to open my ears, my eyes, and my heart to get the message that they were sending to me. Для того, чтобы это сообщение принять и понять, мне пришлось открыть глаза, уши и сердце. And I have been able to experience relationships and joys with the people that I've worked with over the years. На протяжении этих лет я выстроил свои взаимоотношения с этими людьми, и я научился разделять их радости. And they have been the ones that taught me I needed to push for them and advocate for them. И именно они научили меня тому, что я именно должен продвигать и что именно я должен делать для них. And so, to give you an example of what that feels like is I'm in Russia talking to you fine folks. Ну и вот посмотрите, к чему меня это привело. Я здесь вообще в России. And I'm very honored to be here С вами разговариваю, и для меня это честь. and inspired by the fact that you all are working on this very important work. So thank you. И я очень вдохновлен тем, что вы тоже выполняете эту очень важную работу. Я вам очень благодарен за это. My guys would be proud. Потому что мои ребята были бы наверняка очень горды. Jim, do you want to chat about this one? Sure. So, practices are evolving in Minnesota. Практики в штате Миннесота видоизменяются и эволюционируют. And what this basically means is that the way that we support and include people with disabilities is changing and always is. И это означает, что то, как мы интегрируем, то, как мы впускаем в наше сообщество людей с инвалидностью, оно меняется, и оно всегда будет меняться. We're describing new ways of thinking, what it means, and about living and working with a disability. И мы говорим о том, как это думать по-новому о проживании, о работе для людей с инвалидностью. Comes down to a basic, fundamental idea of respecting human rights. Это неразрывно связано с такой основополагающей идеей о правах человека. Honoring individual choices and respecting person-centered thinking services as a way to fulfill people's choices. И о том, как важно уважать личный выбор каждого человека путем ориентированности на личность и путем оказания тех услуг, которые необходимы для удовлетворения его потребностей. Moving away from congregate living and caretaking services to more inclusive community living and employment. Это о том, как нам отказаться от моделей собирательных, от собирательных моделей по заботе о людях к инклюзивному сообществу, к трудоустройству и к поддержанию их независимого проживания. And then researching effective policies and evidence-based practices. Ну, естественно, это исследование эффективных политик и практик, основанных на фактах. So that's the work that we've been doing with the University of Minnesota and you folks have been doing here. Это та работа, которую мы проделываем сейчас совместно с университетом Миннесоты, и этим же вы занимаетесь здесь. And then just a really quick example of the change to inclusive community and employment. И дадим небольшой пример о том, каким образом происходит переход к инклюзивной среде и к представлению трудоустройства. From the living aspect, living arrangements, there are now opportunities for a person with a disability to live in their own home, have some alone time, make their own choices, and support just comes in when they need it the most.
Потому что мы добились того, что сейчас человек с инвалидностью может жить в своем собственном доме, делать свой собственный выбор, иметь свое какое-то личное время, а поддержку получать только тогда, когда она ему требуется. I can give a deeper understanding of this on Wednesday, but suffice to say, before this line of thinking, group homes were the only option. Я, конечно, больше вам расскажу об этом в среду, когда уже мы будем именно работать над этим аспектом, но, тем не менее, такой маленький, заглянем, да, о чем мы будем говорить. Раньше единственной возможностью для таких людей было совместное, коллективное проживание в учреждениях закрытого типа. The only thing that I will add, as it relates to the evidence-based practices, we try not to get stuck saying, well, this is the only way things can work. We're continually evaluating and studying better ways. Ну, я бы хотела добавить, говоря о том, что мы занимаемся изучением практик, основанных на фактах. Мы не утверждаем сейчас, что это единственный вообще способ организации жизни, что это единственный способ решения проблемы. Мы говорим, что мы постоянно работаем над собой, мы постоянно смотрим, какие есть возможности для улучшения и куда можно двигаться дальше. So getting back to the why, sometimes you need to be open that there may be better ways to do something than you're already doing. И возвращаясь к вопросу «почему?», вы всегда должны помнить, что вы должны оставаться открытыми, и вы должны принимать факт того, что могут быть еще какие-то более лучшие даже возможности сделать то, чем вы уже занимаетесь. Do you want to handle this one, Jim? I'm person-centered. I know this is your thing. All right, so we often get asked, well, how do you do this? And we'll talk about this more later in the week, but it's based on a simple premise of person-centered is thinking plus planning plus services equals a self-determined life. Нас с Доном очень часто спрашивают, как вы это делаете, как вы этого добились. Я вам объясню, все это можно уложить в такую очень простую формулу. Личностно-ориентированный подход – это мышление, планирование и услуги, сложенные вместе, дают нам самостоятельную жизнь. Really, two things. One, to identify what is important to the person. Для того, чтобы этого добиться, мы должны добиться понимания того, что важно для самого человека, для которого мы работаем. That's what they believe is important. То, что они считают важным для себя. And then the other piece is to identify what is important for the person. И другой аспект, что важно дать этому человеку для этого. Here's a good example. I'm going to borrow Dawn here for a second. You don't know I'm going to do this. So, it's important for Dawn to wear shoes every day. И вот давайте дадим вам такой хороший пример. Дому важно каждый день носить туфли. But it's important to Dawn that they be very flashy and gold. То есть очень важно дать Дону туфли, но для Дона имеет значение, чтобы они были вот такие все блестящие, красивые. And so the support services should be a combination of those two things. It's important for him to wear shoes, but he gets the choice to decide what kind of shoes he wants to wear. И в этом заключается суть подхода к услугам, которые мы оказываем людям с инвалидностью. То есть мы должны понимать, что важно им дать, и что им важно как бы из этого для себя получить, какой выбор им может быть важно сделать на этом этапе. And I am a little envious because I want those. Yours were so boring that И я, честно говоря, завидую, потому что я тоже хочу So, Don, did you have anything that you wanted to talk about here? Only that tomorrow I will be talking about employment, and there are different practices that come under what is called person-centered planning, and I will be talking about a planning practice called discovery, but I'll get into that more tomorrow.
Завтра мы с вами будем говорить о вопросах трудоустройства и о том, как можно подходить к трудоустройству с точки зрения личностной ориентированности. И мы будем говорить о подходе, который называется открытие. Но об этом лучше завтра. We wanted, this is, I don't know what happened with some of our words over there, but something happened. A conceptual framework, I think, is what it's supposed to Да, say. что-то у нас тут произошло, какие-то буквы у нас перепрыгнули на следующую строчку, так быть, в общем, не должно. Something happened with those. Что-то там случилось. Actually, the important part of this is the graph. Но на самом деле, самая важная часть этого слайда – это вот этот график. This is the best visual presentation I have seen of what is occurring in the United States and certainly in Minnesota. Это, наверное, самая лучшая визуализация того, что происходит у нас в штате Миннесота и в Соединенных Штатах Америки в целом. In what I will call legacy models of disability services. Это то, что я называю модель наследия, наследственная модель в области оказания услуг людям с инвалидностью. The person is surrounded, is encompassed by all of their services and supports. Человек окружен всеми теми услугами, всеми теми видами поддержки, которые он получает извне. And maybe they go to a building or to certain places where those services and supports are provided. Это даже можно понять буквально. Человек окружен этими услугами, потому что он находится в каком-то специализированном центре, да, в каком-то специальном профильном здании, да, где он находится. You probably can't read this, but I will show you. Look at where the services and supports are provided now. То есть раньше это было так, а сейчас, посмотрите, оно совершенно по-другому. То есть, может быть, вы не можете прочитать, потому что очень мелко написано, но теперь вот эти вот разные виды поддержки и услуги, которые человеку оказываются, они изображены в виде звездочек, которые они разбросаны по всему вот этому небосклону. So it could be housing, it could be education, it could be work, it could be community participation. Supports are delivered where they're needed. То есть теперь самые разнообразные виды услуг и разные виды поддержки, такие как проживание, образование, включенность в сообщество и так далее, они не сконцентрированы в каком-то одном месте, а они оказываются разными субъектами, да, в разных сферах жизни, там, где они необходимы. The only other thing I wanted to point out that not all supports are professionally provided. Sometimes supports are provided informally by families, neighbors, co-workers, business leaders. So supports can be leveraged where they're needed by average citizens. И тут я хотела бы сакцентировать ваше внимание на том, что эта поддержка и услуги не обязательно должны оказываться на профессиональном уровне какими-то профессионалами. Они могут быть оказаны неформально, допустим, со стороны семьи, соседей, каких-то знакомых, работодателей, там, кого угодно, там и когда это необходимо. Just to expand, earlier I had said about for certain people that they could live in their own homes and have supports here and there as they needed them. Раньше мы с вами говорили, что очень важно, чтобы человек жил в своем доме, жил сам и при этом мог получать поддержку тогда, когда она ему требуется. This is the concept that I was referring to. Вот это как раз и есть тот самый концепт, который я имел в виду. Previously, that person, and I'm going to tell you a story. This person right here represents my aunt. My aunt. И вот как раз очень хорошая иллюстрация, мой личный пример, потому что то, как ранее работала эта система, как раз вот испытала на себе моя тетя. There was a time when our belief system and our community would envelop her and swallow her up in the services. Потому что так как раньше была устроена вся эта система, получилось так, что моя тетя, она была просто вот поглощена, она была проглочена вот этими услугами, которые были оказаны государством. My grandparents didn't want that for their daughter.
And so she never got into the service system. Но мои бабушка с дедушкой не хотели для нее такой жизни, и поэтому ее из этой системы ее забрали. Забрали ее из вот этого вот пузыря услуг, которые были предлагаемы государством. In fact, my grandparents were so concerned that this would happen, they didn't request services at all. И они настолько боялись того, что она окажется вот в этом плену, что они вообще даже перестали от государства требовать что-либо. And unbeknownst to them, what they were really doing was providing this model here. И как раз что они сделали, они перешли к той модели, которая представлена справа. This is Aunt Donna today. То есть теперь моя тетя, она вот здесь. I'm her family, Я ее семья. and she is now actively involved in the community in Minnesota. Она сейчас активно вовлечена в жизнь нашего местного сообщества в Миннесоте. And Outcomes is going to be starting to provide services for her. И в скором времени наша организация Outcomes тоже начнет предоставлять ей некоторые услуги. But she lives in her own condo. Но живет она в своей собственной квартире. She wants to work, but she doesn't know what she wants to do. Она, в принципе, хочет работать, но пока еще не решила, чем именно она хочет заниматься. So we're going to explore opportunities and try and help her do that. То есть мы посмотрим, какие возможности у нее есть, и сделаем все, чтобы помочь ей сделать этот выбор и начать заниматься тем, чем ей нравится. And so the little stars represent services that she receives only where she needs it. И эти звездочки, они представляют те услуги, которые она получает, и получает только тогда, когда эти услуги ей требуются. And so that's really what we're trying to get to is Aunt Donna. И вот как раз поэтому вот к этому мы пытаемся добиться, чтобы тетя Донна была вот там, где ей нравится. Oh. You're still up. So I'm still up. And so basically what that looks like is really, again, having it be independent, supported living services is identifying what's important for the person, that's usually safety. И как раз вот суть вот этой независимой жизни с получением поддержки заключается в том, чтобы обеспечить человеку то, что ему надо. В первую очередь ему требуется безопасность. And you recognize in the way you come up with identifying what's important for, you do a risk analysis. Вы должны провести анализ рисков, понять, что важно человеку получить. And you identify the things that pose those risks, and you try to mitigate the risk by providing the support where it's needed. Вы проводите анализ рисков, смотрите, какие риски могут возникнуть, в чем их причины, каким образом их можно избежать, и работаете, соответственно, чтобы эти риски устранить. And then the fun part is identifying what's important to the person. Ну и, наверное, самая веселая часть заключается в том, чтобы определить, что человек хочет из этого получить. To me, that means taking somebody out, giving them the opportunity to go to the movie, go out to eat, go bowling, eat popcorn, all the fun stuff. И мне кажется, что в первую очередь нужно сделать что? Нужно этого человека вытащить из дома на улицу и сводить его в кино, в кафе, в боулинг, дать ему погулять, поесть попкорна, то есть дать ему повеселиться. That's how you identify what's important to that person, and then just have fun. И тогда вы поймете, что ему нужно, что он хочет и что ему весело. So you support them where it's necessary to mitigate risk, and then you just have a nice normal friendship and relationship. То есть, с одной стороны, вы поддерживаете его там, где на его пути возникают какие-то риски и нужно его оградить от каких-то опасностей, но с другой стороны, вы даете ему просто расслабиться и просто повеселиться и жить хорошо. And I misspoke, I hate the word normal. They have a good old-fashioned friendship and relationship. И сразу говорю так, я терпеть не могу слово «нормальный», поэтому скажем так, что будет с ним просто обычная дружба, такая старая, добрая дружба, без слова «нормальный». I will talk tomorrow about employment in much more detail. I just wanted to
acknowledge, at least for those of you that may not be there tomorrow. Я завтра гораздо более подробно буду рассказывать о трудоустройстве, но я просто немножечко расскажу для тех, кто завтра, может быть, к нам не сможет присоединиться. We are moving in the direction of supporting as many people as possible to go to work. Мы стараемся дать возможность как можно большему количеству людей ходить на работу. And I will talk tomorrow in some detail about how we go about customizing employment for individuals. И мы завтра поговорим о том, каким образом мы помогаем работодателям и работе, рабочим местам подстроиться под потребности человека. And delivering the supports that businesses need as well as the individual so you have a successful relationship. И как оказать необходимую поддержку как работодателю, так и сотруднику для того, чтобы их взаимодействие, чтобы их сотрудничество было успешным. If you won't be there tomorrow, I'll just leave you with this. It is a strengths-based approach to employment, one person, one job at a time. И если завтра вы к нам прийти не сможете, я вам скажу вкратце, что это подход, основанный на сильных сторонах человека, и мы должны двигаться поэтапно, по одному человеку, по одному случаю трудоустройства за один раз. I can start this slide, and maybe Jim can help me with it, but I met this individual when I was the executive director of the ARC, Minnesota, which is a disability advocacy organization. И я думаю, что наверняка Джим захочет что-нибудь добавить к тому, что я скажу по этому слайду, но я тем не менее начну. Я с этим человеком познакомился, когда я был исполнительным директором организации АРК, которая занимается в Миннесоте защитой прав людей с инвалидностью. I got permission to share a little bit of his story because I think it's pretty unique. This is Sean. Это Шон, и он дал мне разрешение поделиться немножечко его историей, потому что она действительно совершенно удивительная. You see number 35 right here? Номер 35. This is Sean. Это он. Sean is a member of the football team in high school. Шон играет в футбольной команде в школе, в старших классах. This is not a football team for people with disabilities. It's the football team. Но это просто футбольная команда, она не была создана специально для людей с инвалидностью. But Sean played on the football team in high school. Ну, Шон в этой команде играл. And he was very well integrated with other students who do not have disabilities in his high school. И он очень хорошо интегрировался в команду ребят, которые тоже играли в этой команде, и причем больше ни у кого инвалидности не было. The unique end of the story for Sean is that just last week he started college. Но удивительно в этой истории то, что буквально на прошлой неделе Шон поступил в колледж. We don't have too many individuals living with Down syndrome who are going to college. А у нас не так уж много людей с синдромом Дауна поступают в колледж. But Sean is going to college. He is a trailblazer. Trailblazer. Но Шон, тем не менее, это сделал, и он тем самым пробьет вот этот путь для остальных. Pioneer. Пионер. Первооткрыватель. So, again, our system is moving in the direction of looking for better and more social inclusion. Таким образом, наша система продолжает развиваться и продолжает искать новые пути для более эффективной социальной инклюзии. And then just a couple of quick examples of how this works in everyday life for people living in the community as well. I mentioned earlier about identifying and doing the fun stuff. И давайте приведем несколько примеров того, каким образом это работает для тех людей, которые живут в сообществе. Вы помните, я говорил, что для того, чтобы определить потребности человека, понять, что ему нужно его вывести на улицу и дать ему повеселиться. And a good example of not just being in the community, but being part of and active part of the community. И есть разница между тем, чтобы быть в сообществе и быть частью этого сообщества, быть вовлеченным в это сообщество. About 3 years ago, I started contacting the Minnesota Orchestra.
Примерно 3 года назад я начал переговоры с оркестром Миннесоты. Because I believe that music is important to life. Потому что я считаю, что музыка в нашей жизни играет очень большую роль. One of my guys at my adult home loves Chopin. Chopin. Шопен, я, один из моих клиентов, который живет в доме для взрослых, он очень любит музыку Шопена. So I started working with the Minnesota Orchestra to see if we could get them to do a concert that would be okay for me to bring my group to. И я начал исследовать почву и смотреть, можем ли мы вместе с этим оркестром организовать такой концерт, на который я смог бы привести своих подопечных. And over the course of 3 years, every third Tuesday of every month, И на протяжении последних 3 лет, каждый третий вторник каждого месяца, myself and 10 of my staff and all 10 of my guys and gals from the group homes would go down to Orchestra Hall. я, мои сотрудники и наши ребята, которые проживают в домах совместного проживания, они все отправляются на концерт нашего оркестра. And we would watch the Minnesota Orchestra rehearse in the entire, we had the whole orchestra hall to ourselves. Мы идем не на концерт, мы отправляемся в зал, где оркестр репетирует, наблюдаем за репетицией. We were learning how it was to be quiet and sit still. Нам пришлось, конечно, немало потрудиться, чтобы научиться сидеть тихо и спокойно. And then we gradually increased our participation where they would play instruments. И постепенно у нас появилось больше людей, больше наших подопечных, которые начали сами играть на инструментах. And then we brokered a deal between the Minnesota Orchestra and ToneWorks Music Therapy. И потом был заключен договор между нашим оркестром и Центром музыкальной терапии. And today we have a small group of individuals that are music virtuosos. И сейчас у нас уже появилась группа людей, которые играют буквально виртуозно. And they put on concerts in the atrium next to Orchestra Hall. И они исполняют свою музыку в атриуме рядом с концертным залом. And because of the success that those little individuals, musicians had, now the Minnesota Orchestra does have, as part of their annual concert series, sensory-friendly concerts. И благодаря успеху этого мероприятия, когда вот эта группа людей в атриуме начала тоже получать очень много внимания, оркестр теперь тоже сейчас проводит отдельные мероприятия, также и для людей с инвалидностью, которые они могут посещать. So by being given the opportunity just to participate in the community and explore opportunity, Таким образом, нужно искать возможности, исследовать возможности, которые могут быть. they now are included and part of the community, making music and giving back. То есть мы теперь видим с вами, что эти люди оказались вовлечены в жизнь сообщества. Они теперь не только посещают концерты, они сами играют музыку, и они сами получают какую-то отдачу от этого. So it's possible. Так что все возможно. I'm watching time, so I'm going to move through these last slides fairly quickly so we can leave a little bit of time for questions. Я вижу, что у нас с вами уже время истекает, поэтому я по последним слайдам пробегусь очень быстро, чтобы осталось время на вопросы. We touched on this point a little bit earlier, but once again, that if we're really looking at improving the inclusion of people with disabilities in the community, we need to do a better job of building capacities and doing more public education with people in the community. Мы уже с вами коснулись темы того, что если мы хотим с вами увеличить эффективность инклюзии, мы с вами должны работать для того, чтобы повысить осведомленность в сообществе, для того, чтобы создать в обществе именно возможность, способность этих людей принимать. In addition to building community supports,
we need to continue our work in building professional supports. И помимо того, чтобы учить сообщество оказывать эту поддержку, мы также должны работать с профессионалами, которые занимаются оказанием услуг и поддержки. I have good news for you today. И у меня для вас плохие новости. Jim and I have been working with the University of Minnesota and with other authors, and we now have a new handbook that has been developed. Мы с Джимом работали с университетом Миннесоты, с другими специалистами и разработали книжку с рекомендациями, которая была недавно выпущена. The name of the handbook, it's a handbook on community living and employment. Она называется «Жизнь, сообщество и трудоустройство». And here's the good news. А хорошая новость вот в чем. It's being translated into Russian. Хорошая новость в том, что она переведена на русский. We were hoping it would be ready today, but it's not formatted yet for printing. Мы надеялись, что она уже будет готова сегодня, но она еще пока находится в процессе верстки. The English version is already printed. Английская уже издана. And I have with me today 4 chapters that Jim and I wrote together. И у меня с собой есть 4 главы, которые мы с Джимом написали вместе. That are translated and they're in Word, in a Word document. И они уже переведены, и они в формате вёртовского документа доступны. So we will work with Anna to make sure that they are available to anyone who would like it. То есть мы с Анной Валерьевной вместе мы поработаем над тем, чтобы они были доступны всем, чтобы кто угодно мог их взять и почитать. Okay. Jim, do you want to handle that today, or do you want to incorporate? I think, I think just look around the community. There are supports available. We'll talk more about it throughout the week. Yeah. Мы с вами более подробно об этом будем говорить на протяжении недели. То есть нам нужно оглянуться вокруг и посмотреть, какие возможности, какие ресурсы у нас есть для того, чтобы получать больше поддержки от сообщества. The point we're trying to make with this slide is that if we keep our knowledge inside a tightly knit community of people who are disability professionals, family members, we're really not doing our work. И я хочу вот что сказать, что если мы свои знания будем держать вот в этом вот узком кругу профессионалов, да, специалистов, членов семей людей с инвалидностью, то мы с вами ничего не добьемся. Это недостаточно эффективная работа будет с нашей стороны. If we want people with disabilities to be welcome in the community, we need to bring our work out and create that access. Для того, что если мы хотим с вами, чтобы людей с инвалидностью принимали во сообществе, мы должны работать с этим обществом, мы должны его открыть для этих людей. It's very important to recognize how much families have as a role in influencing how things happen. Мы должны с вами понимать важность роли и важность того влияния, которое может оказывать семья. When on Wednesday we're talking about living services and community supports, I'll talk more in depth about techniques and technology and all of that. But I think it is important to recognize that if you have a child with a disability, or you know somebody or a family member, or if you're just working in the field, is look at the person and get to know the person. И мы будем говорить более подробно, опять же, в среду, когда мы будем с вами говорить о услугах в области проживания, проживании, поддержке. Но если у вас есть в вашем окружении где-то ребенок с инвалидностью, может быть в вашей семье, может быть не в вашей семье, может быть у знакомых, может быть вы работаете, да, с кем-то. Самое главное, что вы должны сделать, вы должны посмотреть на этого человека, и вы должны постараться его узнать поближе. What I think is very important to recognize, especially again, is if you have a passion for working with and making a positive impact
people's lives, Потому что если вы действительно страстно желаете привнести какие-то положительные изменения в жизнь человека, know that it may be a lot of hard work, конечно, это будет непросто, but I can tell you that it was a group of parents that worked hard and fought that founded the agency that I work for. но тем не менее есть группа родителей, которые борются, которые работают очень упорно, и они в конце концов выходили на те агентства, с которыми работаю я. And had it not been for those three parents И если бы не эти родители, and their kids, если бы не их дети, chances are I probably wouldn't be still in this industry. наверное, вряд ли бы я до сих пор был бы здесь. Because there was something magical about working there and seeing the intrinsic value of each individual person's potential. Потому что просто то, что я увидела, это было просто какое-то волшебство. Они помогли мне увидеть то самое первоначальное, да, первозданную важность каждой конкретной личности, каждого конкретного индивидуума. And that's what being person-centered is about. So I learned it there, and it's been awesome. И именно благодаря им я, наверное, и понял, что такое личностно-ориентированный подход, и это было просто прекрасно. I will talk tomorrow about the role of families in the area of employment, including a couple of stories where families are very actively involved. So I'll just leave it there. And we're getting really close to the end. Я завтра буду разговаривать об трудоустройстве, о важности семьи в трудоустройстве. Но поэтому пока я останусь вот здесь, не буду пока дальше идти, оставим это на завтра. Actually, I used to use this slide when I made presentations with families. Очень часто я этот слайд вставляю в те презентации, которые я делаю родителям. However, I think it moves outside of not just employment, but in the area of housing as well. Go ahead. Я думаю, что он применим даже не столько к сфере трудоустройства, но и к сфере проживания тоже. We talked a lot earlier when I was in the axis of inertia about fears. Вы помните, когда мы с вами говорили про инертности, мы с вами упомянули страхи. And I know that there are a lot of families that have worries about their adult child being out working in the community. И я знаю, что очень многие семьи беспокоятся о том, как же их выросший ребенок, как он будет дальше сам работать, сам по себе. Could you help me read the quote? Yeah, sure. И в отношении этого имеется очень хорошая цитата. Корабль находится в безопасности тогда, когда он стоит в доке. Но не для этого ведь сделан корабль. What I'm really getting at here is the dignity of risk. И в первую очередь я хочу поговорить о значимости риска. And I want to assure you, I am not a manager that believed it was any job. It was the right job in the right place. И я не тот человек, который считает, что кто угодно может делать любую работу. Я считаю, что для каждого человека есть одна правильная работа, вот в одном конкретном правильном месте. Company culture matters. И культура компании играет тут очень большую роль. And we want to be sure that the person who is working out in the workforce has active and responsible support from the employer. И прежде чем мы человека куда-то трудоустроим, мы должны быть уверены, что он там будет получать достаточную и активную поддержку со стороны своего работодателя. And I always tell people that work for me, if you're not comfortable with the company culture, keep looking. И я всегда говорю людям, которые работают со мной, людям, которые обращаются ко мне за помощью, что если культура компании вас по какой-то причине не устраивает, лучше поищите другую. Jim, do you want to? You said it very well. Okay. I believe we're at the end. Could you advance it? Да, вперед, пожалуйста, еще мне потому что вперед, следующий слайд. There we go. Потому что мы как раз подошли к концу.
We had intended to put in a slide on the area of education. But then, you know, and I think we'll talk about it as we talk about transition services. Я сначала думала включить сюда в эту презентацию также и слайды об образовании, но я думаю, что мы еще с вами на этом остановимся тогда, когда мы будем говорить об услугах по переходу. You know, Jim, his area of expertise is housing and residential. Mine is employment. Джим больше специализируется на вопросах проживания, а я больше на вопросах трудоустройства. But we wanted to acknowledge that transformational change is taking place in schools as well. Но мы с вами должны признать, что самые главные трансформационные изменения имеют место еще в школе. And schools are moving in the direction of inclusive education and away from special education classes. И школы сейчас движутся в сторону инклюзивного образования и уже отказываются от отдельных классов. So we're hoping that we gave you at least a feel for the changes that are occurring in Minnesota, and I might add throughout the United States. We're mindful of the time. I know we're running over a little bit, and I want to leave at least a little bit of time for questions if anyone had any. Я надеюсь, что мы с вами сейчас хотя бы вкратце посмотрели и поняли о том, какие сейчас изменения происходят в этой области в Миннесоте и в целом в Соединенных Штатах. Я прекрасно понимаю, что время у меня истекло. Давайте выделим немножечко времени на вопросы и ответы. Just, we will do a deeper dive on these topics. Again, the what and the how we do the work. Tomorrow I'll be talking about employment. Jim will be talking about housing and residential and community participation on Wednesday. And then I believe on Thursday we will have a little bit of time to do some case thinking. И завтра во второй половине дня будет родительский клуб, где